Приветствую всех на канале. Сегодня у нас видео прогулка по улице Семинарской. Ранее эта улица носила название Володарского. Расположена данная улица в Новобаварском районе города Харькова. Длина улицы чуть больше 2 километров. За линией железной дороги с левой стороны от Екатеринославской в конце 1860-х годов было не так много улиц. На плане 1866 года можно увидеть улицу Холодногорскую, которая шла между шоссе на Екатеринослав и Сериковской улицей. В начале 1870-х годов шоссе было переименовано в Холодногорскую улицу, а бывшая до этого одноименная улица в Холодногорский переулок. По Холодногорской улице проходило по сути шоссе на город Екатеринослав. В 1894 году она была переименована в Семинарскую, поскольку на ней располагалась Харьковская духовная семинария. В 1922 году Семинарскую переименовали в честь большевика Володарского, а в 2015 году ей вернули имя Семинарской. Ну а мы видим вот такие старые, полуразрушенные, отжившие свой век здания. Кстати, на улице Семинарской находился большой сад, принадлежавший харьковскому купцу Карпову. В 1867 году сад был продан городу и со временем стал местом отдыха. На улице Семинарская, 63А расположена общеобразовательная школа номер 127 имени маршала Жукова. Окончание строительства данной школы в 1936 году. Стиль советский неоклассицизм. В 1941 году в школе был размещен военный госпиталь, а с 1950-х по 1989 годы специализированная школа 127 с английским языком обучения. А это храм Смоленской иконы Божьей Матери, построенный между 1916-1917 годами. За этим забором находится Харьковская духовная семинария. О Харьковской семинарии на канале будет отдельное видео. Добавлю, что в советское время здесь были учебные корпуса Харьковского высшего военного авиационного инженерного краснознаменного училища. С 2004 года здание используется Харьковским областным апелляционным административным судом. – памятник архитектуры.
Есть в Харькове много интересных монументов. Один из них – самолет-памятник МиГ-21. Находится памятник перед бывшим авиационным инженерным училищем. МиГ-21 – это легкий, сверхзвуковой фронтовой истребитель третьего поколения, разработанный опытным конструкторским бюро Микояна и Гуревича в середине 1950-х годов. Он является самым распространенным сверхзвуковым самолетом в истории, также самым массовым истребителем третьего поколения. Негласное название этой модели – «Голубь мира». Ну а территорию бывшего авиационно-инженерного училища вы можете оценить сами, без слов. Мы продолжаем нашу видеопрогулку по улице Семинарской, ранее Володарского. Здесь преобладают в основном дома постройки до 1920 года, но есть и новострои. Обычный жилой дом, но его архитектура манит и заставляет остановиться и немножко им полюбоваться. Впереди бывшая Мещанская богадельня на Семинарской, построенная в 1890 году по проекту епархиального архитектора Немкина по адресу улица Семинарская, 22/5. Здание сохранилось по сей день, но ныне это одно из зданий 5-й Слобожанской отдельной бригады Национальной гвардии Украины, памятник архитектуры. Идем дальше по улице Семинарской. Жилой дом под номером 23, постройки до 1920 года. Улица Семинарская, 16, также жилой дом до 1920 года постройки. Стоит заметить, что от улицы Большая Гончаровская до улицы Полтавский шлях
Семинарская представляет собой две параллельные дороги. Одна асфальтированная, другая нет. Между ними зеленые насаждения. Сейчас ранняя весна, март месяц, поэтому зеленых насаждений, разумеется, пока нет. Доходный дом на улице Семинарская, 2. Архитектор Тимошенко, начало 20 века. В подъезде сохранились аутентичные орнаментальные росписи в украинском стиле. Дорогие друзья, на этом наша видеопрогулка по улице Семинарской, бывшей Володарского, завершается. Я благодарю всех за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии и до новых встреч!